Привет всем! Сегодняшний урок, как начать работу с комбайном Bcombo. Мы сегодня будем настраивать веб-сервер на компьютере с операционной системой Windows, чтобы туда потом поставить панель управления нашим комбайном. Так, что у нас имеется? У нас имеется машинка с виндой. Сейчас на нее будем ставить. Использовать мы будем для работы OpenServer. Это сборка, позволяющая настроить PHP, MySQL, Apache на компьютере с Windows. Итак, скачиваем OpenServer. Я на сайте выложил ссылочки на него. Вот, настройка веб-сервера. Скачиваем OpenServer. Он занимает примерно гигабайт. Рассчитайте место на диске. Если вы используете Windows, то вам необходимо, значит, вы здесь будете использовать и Zenoposter. Потому что если вы пользуетесь удаленно Zenкой, то там уже настройка примерно то же самое, но на обычном хостинге, то есть как сайт настраивается. Сейчас же мы локальную версию, то есть у вас Zenoposter и панель, все находится на вашем компьютере. Смотрите по месту. Во-первых, сам веб-сервер займет около 10 гигабайт, а потом работа с самим комбайном, когда будет сейчас профиль папки занимать, могут раздуваться, достаточно становиться большими. Поэтому я рекомендую все-таки использовать жесткий, не знаю, там 100, может даже больше гигабайт, в зависимости от того, сколько у вас аккаунтов будет. Чем больше аккаунтов, тем больше жесткий диск. Я немножко оптимизирую размеры, но суть в том, что так как решили использовать профиль папки, они занимают место больше, но с ними зато надежнее работа происходит. Итак, мы скачали наш OpenServer. Я старым дедовским способом люблю работать. Использую для работы Total Commander. Мне удобно. Так, вот он скачалось. Распаковываем архивчик. И я создал папочку Bcombo. Назвать по-любому можно. Вот, распаковали в папку. Дальше установка простейшая. Далее. Нажимаем, открываем. Нажимаем далее, принимаю условия, далее. Не меняем путь, оставляем OS панель на диске C. Тут как вам удобно, то есть вы можете сделать по-другому, но мы простейший способ, то есть ничего не меняем. Далее, у меня уже существует. Выбираем. Можно, если вы разбираетесь, можно убрать вот эти вот там лишние. Нам надо, чтобы остался Apache для версии 7.4, чтобы места меньше. Но вы можете, опять же, повторюсь, вы можете взять полную установку, произвести. Нажимаем, опять же, далее.
создается. И когда мы нажмем еще раз, у нас начнется установка. Установка длится достаточно долго, потому что 10 вот этих гигабайт распаковываются. Вот, я уже поставил. Вы же нажимаете и ждете, пока установится. Вот у нас появилась папочка OS панель. В ней появилась пачка Domains. Появилась папочка Domains. В ней есть папочка Localhost. Давайте здесь мы сделаем свой локальный домен, для того, чтобы в нем находился наша панель. Например, admin.local. Здесь потом будет находиться наша панель. А чтобы проверить, как работает, мы можем из папки localhost скопировать вот эти вот два файлика. Потом удалим. Это только для тестов, что все нормально работает. Вот, когда установится программа, у вас появится на рабочем столе вот такой вот значочек Open Server Panel. Я обычно перетаскиваю в панель задач, вот сюда вот ставлю, чтобы отсюда запускать мне удобнее было. Запускаем. Вот опять же у нас это запущено. Вот появился у нас флажочек. Когда запустили, появился красный флажочек. Идем в настройки. В настройках нам надо в вкладке домены поставить автопоиск доменов. Автопоиск доменов выбрали, чтобы он стоял. Сохранить. Он сохранился, там перезапустился. Дальше модули Apache 7.4. Логи не надо ничего вести. С Nginx. PHP 7.4. Ну, давайте вот MySQL пускай поставим. MariaDB для Windows 10. На самом деле я сам работаю. У меня панель находится на хостинге. Ну, поэтому мы с вами, можно сказать, ставлю по наитию. Прям пошагово, как будто первый раз я этот OpenServer. Так, сохраняем. Сохранили. Дальше, глядите, вам надо что еще сделать? Вам надо будет дополнительно запускаем его в сервер. Вот, запустить. Чтобы флажочек стал зеленым. Глядите, раз он зеленый стал. Окошек с ошибками не появилось, значит все нормально, все, он запустился. После запуска мы идем в браузер, ну и вводим http. Вот, админ локал, да, который мы с вами придумали название. Ну все, добро пожаловать. Open Server панель работает. Так, давайте я сейчас сделаю текстовый файлик, потом на сайте размещу пошаговые, что мы с вами делали, чтобы это все не потерялось. Шаги. Значит, итак, первое. Скачали OpenServer. Установили все по умолчанию. В настройках выбрали во вкладке домены. Настройки, вкладка домены. Автопоиск доменов. Модули.
Apache модуля. Apache PHP 7.4. Смотрите, он тут вот так вот, видите, не полная надпись, вот нам надо. Apache PHP 7.2, 7.4. PHP 7.4 и MariaDB 10.8 Windows. Все, здесь у нас никаких больше настроек, все сохранено. Окей, закрываем. Так, давайте дальше проверим базу данных. База данных, это мы будем использовать вот такую вот штучку, которая называется PHPMyAdmin. Он находится у нас по адресу, то есть его запускаем. Здесь у меня на этом компьютере по умолчанию Opera стоит. Так, вот по этому адресу запускаем в браузере. Чтобы зайти в базу данных, логин, root, пароль пустой. Здесь нам надо настроить базу данных. Давайте создадим базу данных. Имя нашей базы данных пускай будет Facebook. Да? Это только для вас. Вы можете назвать как угодно. Вам просто это надо запомнить, как вы ее назвали. Создаем. Вот она появилась, база данных. Дальше. Нам надо, опять же, вот где создать базу данных, нажимаем учетные записи пользователей. Новый пользователь. Я сразу тоже пишу. Это вкладка учетные записи пользователей. Это я потом внесу на сайте, чтобы это было все прописано, каждый шажочек. Имя пользователя, пускай у нас админ.
И пускай пароль сами назовете. Админ 1, 2, 3 пускай будет. Админ 1, 2, 3. Вперед. О, не сделали привилегии, не дали. Ставим вот эти вот все галочки. Все привилегии даем пользователю админа. Так, отметить все. Вперед. Все. Он у нас крутой пользователь стал. Теперь мы можем, если, например, выйдем из этой штуки, мы можем пользователь админ. 1, 2, 3. Все. Он у нас сразу, вот, пожалуйста, база Facebook. Все есть. Все, сохраняем. Так, даем все привилегии. Привилегии. Все. У нас на этом, в принципе, настройка нашего сервера полностью закончена. Далее нам останется уже, мы будем заполнять базу данных и будем запускать нашу панельку. Это будет в следующем уроке. Итак, еще раз давайте по шагам. Установили OpenServer. Все по умолчанию. Поставили Apache, выбрали галочками. PHP 7.4. База данных MariaDB 10.8. Ну, это последнее. Заходим в PHP MyAdmin. Логин, пароль. Там создаем пользователя. Даем все привилегии, создаем базу данных. И запомнили имя пользователя, запомнили пароль этого пользователя и запомнили название базы данных. Можно куда-то записать себе будет. На этом все. В принципе, ничего сложного. Это самое простое, с чего мы начинаем. Если вы, повторюсь, то есть, если вы берете хостинг, главное, чтобы на одном компьютере находились файлы самой панели и база данных. То есть, чтобы на разных серверах это не разнесено было. Иначе там проблемы будут потом в работе. Если вы берете хостинг, там все еще легче, потому что там уже это все настроено. То есть, у вас есть уже база данных. Единственное, надо смотреть, чтобы хватило ресурсов на этом хостинге. А уже сам Zenoposter с комбайном вы можете поставить на любом удаленном компьютере, чтобы только вот доступ был до него. Вот, на этом урок законченный. До следующего урока.